торговый алгоритм. И его найти сегодня гораздо сложнее, чем снежного барса. Где вы можете его найти? Вы его можете найти в Bridgewaters или Two Sigma. Это два крупнейших хедж-фонда, которые очень эффективно используют алгоритмическую торговлю. Возможно, скоро вы можете найти его в Goldman Sachs, которые наняли 200 разработчиков вместо 600 трейдеров. Сегодня только крупные институциональные инвесторы и опытные трейдеры могут позволить себе использовать алгоритмическую торговлю. Но на самом деле они представляют лишь малую долю рынка розничных инвесторов, у которых нет доступа к алгоритмам, примерно в 10 раз больше. Но есть и проблема. Проблема сводится к одному вопросу. Как вы можете предложить алгоритм широкой публике? Вы можете его продать. Это сделает то же самое, что MP3 сделала с музыкой. Не вариант. Вы можете собрать средства инвесторов на счете разработчика. Тогда разработчик становится фондом и управляющей компанией. Слишком сложно. Вы можете транслировать сигнал. Это вы можете сделать двумя методами. Первый — это по подписке. Простой, когда инвестор платит фикс для того, чтобы пользоваться алгоритмом. Не очень эффективный, как показала практика. Второй — это success fee, когда разработчик получает часть прибыли инвестора. И это самый эффективный вариант. На сегодняшний день никто не знает особо, как его сделать. Все платформы, которые сегодня работают, выбрали именно вариант по подписке. И из-за этого то, что мы видим сегодня, это большое количество неэффективных стратегий, недоступность подъема капитала и абсолютное отсутствие какой-либо прозрачности. TradingG собирается решить именно эту проблему. Это платформа, где вы можете разработать свой торговый алгоритм, а инвесторы могут инвестировать в него буквально одним кликом. Давайте рассмотрим быстро, как это работает. У нас есть разработчик с алгоритмом, и есть инвестор с его счетом. Первое, что делает разработчик, это программирует его алгоритм на нашей платформе. Убедившись, что он рабочий, мы предоставляем его инвестору. Если инвестору он нравится, он делает небольшой депозит на нашей платформе. Мы подключаем алгоритм, и как только он начинает зарабатывать деньги, просим его увеличить депозит, чтобы мы знали, что он точно заплатит нам и разработчику. Такая схема дает нам доступ к более чем 30-триллионному рынку без дополнительных KYC или какого-либо движения капитала. Токен используется в основном как гарантия платежа, как средство платежа за дополнительные услуги и для гарантии VIP-статуса нашим ICO-инвесторам. Мы практически уже закончили платформу для разработки алгоритмов. Сейчас на ней работает более 300 разработчиков, которые разработали 2000 алгоритмов. Некоторые из них уже работают на счетах инвесторов на Bitfinex. И именно с этими инвесторами мы разрабатываем интерфейс, который в будущем, примерно в июле, предложим розничным инвесторам. Блокчейн используется в основном для фиксации договоренностей и для создания смарт-контрактов по использованию алгоритмов. Я думаю, на этом можно завершить, потому еще что... минуту буквально, точнее, секунд 10. У нас международная компания, Дэн Вулф, наш генеральный директор, это бывший сооснователь Тройки Диалога и операционный директор. А также у нас международная команда адвайзеров, в том числе Саша Иванов, глава Waves, и Борис Ким, председатель Kiwi. Раньше здесь был слайд относительно причин возможного успеха, но я считаю, что после всего вышесказанного он не нужен. Ура! Аплодисменты! Давайте вам по минуточке. Иван, первый вопрос от вас, если он у вас есть, вашему оппоненту. Ну, что я хочу сказать. TradingG замечательный проект, и мы рады будем видеть его в рамках 7-го слайда нашей платформы, наряду с Goldman Sachs и предложим Bridgewaters Capital. Огонь! Давайте аплодисменты, если можно. У вас будут вопросы? Да, но это скорее мысли относительно того, что я читал white paper проекта. Мне понравился проект. Вызывает, конечно, вопрос относительно того, как будут они конкурировать с Лотокеном, который уже привлек достаточно большую сумму. Я думаю, что, зная и Константина, я думаю, что у Ивана получится, скорее всего. Точнее, Валентина, я прошу прощения. И был еще вопрос небольшой относительно того, что... Один вопрос. Ну да, хорошо. Был вопрос относительно того, что вот вы предоставляете возможность за ваш токен покупать акции, ну и прочие финансовые инструменты. Почему именно за ваш токен, а не за биткоин, допустим? Да, хороший вопрос. Спасибо, что вы его задали. Мы не предлагаем покупать любой актив за наш токен. Наш токен и есть любой актив. По поводу токена, это замечательная история, попытка токенизации, и вы сказали, что они собрали много денег, это здорово. Наша цель не собрать много денег. Наша цель те деньги, которые позволят нам максимально быстро сделать все, что мы хотим. Наша цель реально сделать токенизацию всех финансовых, крипто и фиатных активов. Спасибо.
Ура, я Спасибо. думаю, жюри уже время оценивать. А на следующей команды готовятся. Это Smart Metrics и Aeronomit. Выходим сюда.